Изгибание и склейка обечаек из сосны для проекта «Сосновая гитара» или «Гитара из дверной коробки». Вот напомню, что было изначально. Вот такие брусы. Центральный брус, который самый длинный, у нас пошел на обечайки. Вот так они были распилены. Вот они с торца. Еще только после пилы. Размеров бруса не хватает, чтобы сделать из одного среза, поэтому придется склеивать их из двух половинок. Из этих заготовок делаем заготовки с равной толщиной. Вот уже немножечко они приведены по ширине. Срезано некоторое лишнее. И они сфугованы на самом деле уже. То есть перед гнутием я сфуговал половинки. Разметьте, где у вас будет талия, где у вас будет верхний клёц, где нижний клёц, чтобы не запутаться потом при замачивании, при изгибании, чтобы не было никаких неприятных неожиданностей. Так, вот само изгибание. Замочил я дерево где-то на 1,5 часа. Гнулось дерево очень легко, поэтому на дольшее время замачивать не надо. Вот, сначала прогреваю сторону, та, которая будет на самом деле внутренняя, то есть сторона, которая будет растягиваться при изгибании. Прогреваем талию паром. Удобно так вот брызгать. Специально не ускоряю запись, чтобы вы поняли, с какой скоростью двигать надо заготовку по горячей железке. Вот сейчас уже придавливаю к ней и прогреваю вот эту область. Обратите внимание, что я сейчас переворачиваю заготовку и начинаю гнуть. То есть у меня смочена и паром разогрета именно внутренняя сторона талии. Внешняя сторона, прогреваясь и высыхая, уменьшается, дерево само прогревается, и это приводит к тому, что оно гнется. Железка у меня горячая, но в тот же момент не настолько, чтобы каким-то образом обжечь дерево. То есть никакого не должно быть не только сжигания, но даже покоричневения древесины. За спиной у меня шаблон, верблюд, на котором я буду уже досушивать дерево. По нему я проверяю форму. Под холодной водой форму можно несколько зафиксировать. Вот уже изгибаю под малый овал. Тут все немножечко намного проще, точнее, из-за меньшего радиуса. На краю удобно применять какую-нибудь палочку или что-нибудь жесткое, потому что тяжело рукой держать за самый край. Также еще напомню вам, что существует техника придерживать дерево с помощью гибкой железочки. Даже в магазинах специализированных продается такая железочка с 2 ручками по краям. Тонкий лист нержавеющей стали, с помощью которого вы прижимаете дерево к горячей железке уже. Она удобна не только по той причине, что вы не обжигаетесь, но и облегчает само гнутие, равномернее прижимая дерево к горячему. Елозить удобно для того, чтобы заготовка сама смещалась на железке. На самом деле это дюралюминий. Вот. Чтобы не прогревать дерево в каком-то одном месте. Не получалось ступенчатое изгибание, а равномерное. Это, конечно, нужно также еще коррелировать с нажимом. То есть постепенно равный нажим, одинаковый нажим, который определяется как бы упругостью дерева. Надо почувствовать, когда дерево гнется или когда оно уже начинает ломаться. Это передать на видео невозможно. Но сосна гнется очень просто, сразу вам скажу. На ней вы получите хороший опыт. В тот же момент
не будет это слишком сложно. Вот как можно проходить неровности, типа как дырка от гвоздя в моем случае. Так как дырка от гвоздя может запустить неприятное раскалывание. Вот готовые изогнутые обечайки. После того, как они уже высушены на верблюде. Из-за косослоя рядом с сучком произошло смещение слоев, и вот получилась вот такая вот раскол во время сгибания. Это легко лечится склеиванием обычным суперклеем. Далее операция склеивания половинок. На обычной гитаре такого безусловно нету. Это специальная операция данного проекта. Склеивать я решил вот с помощью таких направляющих. Специально их изготовил из той же самой сосны. Нарезал резинку. Очень удобно использовать канцелярскую резинку для купюр денег, которые используют. У меня всего лишь был один такой кусочек. Вот. Я сразу решил совместить половинки и в таком положении уже вдавливать клей в щелку. Не знаю, я сам делаю эту операцию прямо сейчас первый раз в жизни. Думаю, что не буду я делать это много раз. Вот, так что вы видите все как было на самом деле. Вот убедиться, что протекло насквозь. Клея я лью слишком много, на самом деле там можно и меньше было бы делать, но как-то так я лучше уберу лишнее, чем где-то не проклею. Нечто красное на направляющих — это скотч, который предупреждает приклеивание направляющих, так как скотч фактически не приклеивается. Вот обматываю талии просто резинкой, там направляющая не обязательно. На ощупь хорошо чувствуется смещение шва, поэтому проверьте хорошо и прожмите, чтобы не было, чтобы половинки обечайки не сместились относительно друг друга, пока клей еще остается вязким. Вот в этом случае удобно просто не сдвигать направляющие, как я делал, а мне кажется, что удобнее их заново привязывать резинками, канцелярскими резинками, как я сказал. Потому что вот это все сдвигание, оно на самом деле не очень удобно. Достаточно оставить несколько, в самом начале поставить, точнее, несколько направляющих для того, чтобы на сухую зафиксировать половинки обечаек напротив друг друга. А уже прижимать, вот как раз вот резиночка, вот как раз последняя, вот как раз эта канцелярская резиночка желтая, очень удобно. Несколько слов о подгонке самого шва. То есть помимо того, что я сфуговал обечайки еще на этапе, когда они были ровными, я подгонял шов уже и после изгибания. То есть я приставил и визуально смотрел, чтобы ничего нигде не мешало. Если что-то где-то мешало, я несколько обрабатывал маленьким притирчиком или еще каким-то образом. В общем, можно делать таким образом, чтобы с внутренней стороны шов был виден больше. Так как, во-первых, это визуально, ничего там страшного нет.
А также еще у нас изнутри будут специальные ребра жесткости на обечайке. Но тем не менее, даже снутри мой шов получился отлично. Вот готовые обечайки. Сразу после снятия направляющих, без очистки лишнего клея. Выглядит как-то так не особенно. Но на самом деле клеевой шов виден очень мало. Вы легко это проверите на готовом инструменте уже, на фотографиях готового инструмента. Вот этот сучок и дырка от гвоздя находится на самом деле в зоне, которая будет срезана. Также половинки обечайки я склеил друг к другу сторонами с идентичным размещением слоев. То есть более радиальное размещение слоев как раз приходится к склейке к центру обечайки, а менее радиальное уходит на периферию. Готовые обечайки. Шов на самом деле визуально практически не бросается в глаза, местами его просто даже не видно. Достичь это можно не только хорошей склейкой, но также еще вот то, что я упоминал, подбором слоев. То есть если бы слои вместе шва, как на обоих половинках, шли бы параллельно друг другу, то шов не был бы виден вовсе. Визуально совсем бы не был заметен. До новых встреч на следующем уроке уже по склейке корпуса.